Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас новый выпуск и новая гостья Виктория. Привет, друзья! Вы на очередном супер ролике супер канала, на который обязательно нужно подписаться. Напоминаю, поставить колокольчик. И давайте начнем. Давайте познакомимся немножко с Викой. Я хочу сразу обозначить, почему я пригласила Вику. Это моя знакомая, вернее, моя очень близкая подруга, моя одноклассница. Мы с ней с первой парты вместе сидели, и это реально очень с первой парты, с первого класса, которая была. И для меня это близкий человек, но не это основная регалия, почему я ее пригласила, потому что Вика является человеком, который тоже очень такой авантюрный. То есть она тоже пробует многое, и мы с ней часто планировали что-то вместе. Первые видео на YouTube, которые я снимала вообще в своей жизни, были сняты совместно с Викой. Они доступны по названию «Потоки». Да. «Потоки» можете перейти, посмотреть. Это наше такое начало. Проба пера. И, кстати, очень интересные темы там обсуждались, которые могут быть актуальны по сей день. Также Вика пробовала заниматься своими YouTube-каналами, своими соцсетями, различные тематики. Мы это как раз более подробно обсудим. Да. И поэтому я считаю ее компетентной в вопросах, по крайней мере, попыток, проб, да, и инициативы, сопротивления, сложностей, которые, я уверена, будут знакомы и многим из вас. Это правда так. Я пробовала несколько разных жанров в видеоблогинге, в том числе автоблогинг. Это самый был, так сказать, затратный по ресурсам жанр. Вот. Но это мне интересно было и так далее. Вот я хочу спросить сейчас у вас, ребят, вы сейчас только начинаете, только на своем стартовом пути как бы нового канала. Что вас мотивирует и какие вы испытываете сложности, может быть? Давай, я, может, начну? Ну, у меня на самом деле какой-то опыт уже есть съемок, то есть я веду техноканал, довольно специфический, конечно, там в основном 95% это мужчины, вот, которые интересуются гаджетами, телефонами и вот этими всеми технологиями. И в самом начале, вспоминая тот опыт, как я начинал, конечно же, много было сопротивлений, много было моментов, когда тебе пишут какой-нибудь негативный комментарий, и ты на него так реагируешь сразу. На какую тему в контексте техники, какой там негативный комментарий мог быть? Ты чё там недорассказал, вот не раскрыл тематику, ты чё про характеристики только рассказал, а плохо показал. Ты чё сидишь в ролике, там, не знаю, сидишь в кадре как-то, да, некрасиво. Даже такие комментарии? Да, почему звук плохой? Да, много было комментариев. В общем, можно найти haters gonna hate, как говорится. Абсолютно, они находят да. К чему. Тем более, когда контент твой больше направлен там на школьников, которые любят там понаписать, типа, с ошибками, что-нибудь, как козел и так далее. Ну, вообще, о чем говоришь, ты сам не понимаешь. Да, отписка сразу. Да, круто, что мы начали с такой первой темы, которая, наверное, страшна для людей, которые хотят проявляться в соцсетях. Вообще тема этого ролика, да, которую мы еще как-то вот официально не обозначили, но я хочу взять на себя эту роль, это когда человек хочет начать проявляться в соцсетях различных, будь то YouTube, запрещеннограммы, или там ВКонтакте, или же Телеграм-каналы, да, то есть различные платформы, хочет, имеет компетенцию, имеет желание, идеи, но испытывает страх, испытывает сомнения, пробует, но быстро бросает, или все еще все его идеи пылятся где-то в столе, и они не доходят до реализации. Почему это происходит, как с этим бороться, и можно ли с этим вообще что-то делать? Такая обширная, интересная тема. Поэтому мы начали с первой как раз-таки проблемы. Это хейтеры. Я думаю, это реально хейтеры, злостные комментарии. Самая частая проблема, которая людей останавливает, потому что они боятся, что я сейчас запишу, я сейчас буду стараться, я сейчас выложу, а мне там накидают, типа, ты там черт, ты там вообще что сел, камера плохая, зубы кривые, да, и все, тебя обосрут по полной. Конечно, это останавливает, никому неприятно слышать негатив. При этом я хочу вот спросить у вас обоих, у людей, которые пробовали в Ютубе. Для меня первый опыт это вот был с Викой, второй опыт это с Радмиром. Больше я в других соцсетях присутствую, ссылочки в описании. А вот вы больше разбираетесь. На мой взгляд, в Ютубе количество хейтеров сильно выше. И у меня есть додумка, почему это происходит. Но прежде чем озвучить свою, я хочу узнать вашу. Вот почему в запрещенограмме, да, и в Телеграме гораздо меньше хейтеров, чем в Ютубе. Считаешь ли ты так? Слушай, я, наверное, чуть по-своему отвечу на твой вопрос, потому что у меня нету такого анализа подробного, где больше хейтеров и каких, но вот то, что меня больше задевало, это все-таки офлайн хейтеры и хейтеры, которых ты знаешь. В реальной жизни. В реальной жизни, какие-то знакомые, которые дают обратную связь.
бывает позитивная, она тебя, безусловно, мотивирует, но не до такой степени, до которой тебя может огорчить отрицательная обратная связь. Вот. Лично мне, допустим, на комментарии в интернете было безразлично, особенно от людей, которых я не знаю, потому что это, мы знаем, что любая активность в интернете — это плюс, по факту. Черный пиар. Да, то есть если даже тебе пишут много плохих комментариев, это плюс, к этому отношусь очень спокойно. Пишите, пожалуйста, что я сейчас тоже не права и не так сижу и не так говорю. Мне это все понятно, почему люди это делают в интернете. Но именно то, что меня дестабилизировало, это относительно близкие люди или прям близкие, которые говорили о том, что вот, зачем, почему. То есть сами в это не идут, это не является зоной их интереса, но прокомментировать в негативном ключе, почему ты этим занимаешься, все очень, даже специалисты. А можешь привести, пожалуйста, пример, как это в негативном ключе? Просто пример фраз. Бывали даже такие комментарии, знаешь, как по схеме КПК, комплимент программы комплимент, что из разряда «ты, конечно, молодец, что это сделала, но вот тематика, которую ты выбрала, абсолютно вообще никому не нужна и не интересна, ты продолжай, если хочешь», даже в таком ключе. Поддержка. Пассивная агрессия. Да, вроде оно так завернуто, что ты даже не сразу можешь отреагировать из разряда, если тебе просто скажут, что ты такую тематику тупую снимаешь, ты скажешь, да сам ты тупой. Защитишь себя, да. Взрослая адекватная реакция. Вот. А тут получается, что оно бывает так под заботу скрыто, как будто бы я же хочу как лучше. Тебя не спрашивали, может быть, или нет. И бывают просто даже вкусовые комментарии, ой, вот ты так оделась, в общем-то, все нормально, но вот одежда не то. Или вот макияж, вот для этого ролика не подходящий. Почему человек так решил? Это именно его мнение, оно может не сходиться со всеми остальными, с твоим. Но потребность есть у человека высказаться почему-то по этому поводу. Я называю таких людей диванные аналитики. Таких полно во всех сферах, на самом деле. Есть люди, которые во всем разбираются лучше тебя, дадут кучу комментариев, но когда сами начинают что-то делать, естественно, у них ничего не получается, потому что они умеют только советовать. Или не начинают. И я тоже не приводил такую статистику. На самом деле, кстати, да, в Инстаграме никогда не было так. Хотя, когда у меня вышло видео, помню... Казино, вот это! Нет, не казино, это нет, я не про это. Походу, несколько было эпизодов. Отбросить казино. Нет, у меня был ролик где-то в 2016 году, который взорвал интернет. Это я перепел песню «Тает лед» на татарском языке. Да, там вошло во все паблики татарские в основном, потому что на татарском было. И много было, естественно, там негативных каких-то комментариев. Да что это? А они не представляют, что мы сняли это на самом деле за 15 минут. Просто выехали в поле, там еще что-то. То есть мы это сделали по фану, да, залетело. Мы особо не вкладывались в это. Вот это, кстати, самый крутой, я считаю, вход в интернет, когда вот так через какую-то узкую дорожку локального, так проник, скажем, комьюнити, ты раз становишься популярным, лицо все-таки появляется в телефонах. Да, и в этот момент надо, конечно же, подбрасывать дров. Да. Я это не делал, поэтому... Пока не все знали на тот момент, что это так будет иметь эффект такой. Но я думаю, что есть еще другая причина, почему прям в Ютубе много хейтеров, в других соцсетях тоже есть, просто не в этом объеме. Потому что, когда человек пишет в запрещенограмме комментарий, да, у него все равно видна его страница. Даже если у него там нет ни аватарки, ни ник, все равно это какая-то определенная страница, которую вы можете перейти и хоть какую-то информацию увидеть. Особенно если это не совсем пустая страница, то можно прям посмеяться над ним в ответ, так сказать, да, и что я, конечно, с удовольствием бы сделала. Но когда человек пишет комментарий на Ютубе, он просто, это просто какой-то хрен пойми надпись, да, непонятно, юзер там 300 миллионов, и никакой аватарки, естественно, нет, и ты отвечаешь абсолютно никакому человеку, то есть он может написать тебе все что угодно, потому что ты перед ударом амбразуры стоишь, тут такой открытый, и лицо, и имя, и все,
а он такой сидит и гап гадость, да. И когда же у нас на видео пресс-интервью с Радмиром, этот комментарий был удален не по причине своей, не по причине этой, там была другая информация, которую мы не хотели выдавать, и там человек написал, да, там, баба симпатичная, сразу про меня, что у Радмира баба симпатичная, сразу хочется обозначить, что мы с Радмиром не в интимных отношениях, не в романтических, исключительно в дружеских, поэтому вы можете, Расходимся. Вы можете писать про это все что угодно, нас это не ранит. Я тебе про это и сказала, поэтому меня не особо задевают мы ютубные комментаторы, потому что, ну, собственно, вообще непонятно, пишет кто-то или там по фану и так далее. Как бы. Ну, удалили мы не из-за того, что баба симпатичная, там другое было, все-таки, да. Ну вот еще знаешь, что на самом деле в пользу мотивации могу сказать, допустим, если мы представим, вот мы сейчас говорили там о диванных, да, экспертах там каких-то, кто никогда этим не занимался, я себе в альтернативу представляю, что бы мне сказал на мой ролик какой-либо человек, который уже достиг каких-то результатов в этой сфере, там, в блоге там, по моей тематике или вообще, в принципе, социально-медийный человек, он на это будет смотреть по-другому. То есть, ну, там, мы возьмем какого-нибудь там хай-топа, не знаю, там, мистера Биста, да, как такого, как скажем, самого популярного. И понятно, что его мнение по поводу того, что человек начнет снимать ролики, всегда будет гораздо более позитивным, если мы его представим. То есть он сам начинал вот, ну, ниоткуда, с нуля, просто он и камера, просто очень много снимал и так далее. То есть он... проходил этот путь. Да, и он в интервью об этом говорит, что как бы, ну, это всегда, как бы я всегда за креаторов, кто начинает, кто стартует и так далее, я их понимаю. Вот. Но когда человек никогда этим не занимался, очень легко обесценить, сказать, что это ни к чему не приведет, привести какие-то даже аргументы и кейсы того, как это куда-то кого-то не привело. И, соответственно, ну зачем заниматься? Как бы можно же не тратить время, силы, энергию и так далее. Хочется сейчас тогда узнать опыт ребят более подробно, потому что мой опыт, я рассказала, он не совсем большой в этой всей сфере. Мне вот... кажется, у тебя в инсте самый большой опыт. Ну да, ну давайте мы ее пока не обсуждаем. Запрещенно, понятно, будет везде написано. Да, у меня есть определенный опыт в других соцсетях, да, в запрещенных ныне. Конечно, потому что мне больше нравится снимать истории короткие, да, с рассказами, каких-то, может быть, клиентских случаев, которые они разрешают мне публиковать свои мысли насчет разных феноменов, которые могут людей беспокоить, свои призывы, определенная мотивация к людям, короткие видео, где я разбираю конкретно какую-то ситуацию. Мне это более близко и знакомо, чем более длинные видео. Однако у меня был всегда интерес больше показать себя, потому что все равно, несмотря на большой опыт работы в психологии и большой опыт ведения другой соцсети, остаются люди, которые не видят за мной ничего, кроме как там симпатичные девочки, и сомневаются в моем интеллекте. А баба норм, да. Поэтому мне и хотелось попробовать записывать более длинные видео, чтобы люди могли увидеть во мне что-то другое, да, увидеть какой-то, да, намек на интеллект. Ну, у ребят, да, вот у Радмира есть канал обзоры, который посвящен технике, который, я считаю, что достаточно хорошо развивается. У тебя есть там и большие просмотры, есть и небольшие, но это тоже неплохо. То есть ты делаешь свое дело, и на тебя постоянно выходят какие-то люди, которые хотят с тобой либо коллаборироваться, либо что-то с тобой сотрудничать. Это круто. А вот у Вики есть опыты в разных каналах. Может, расскажешь про них немножечко? Что это за каналы были? Слушай, да, это были разные, вот говорю, жанры, которые я пробовала. Сейчас я все еще нахожусь в поиске подходящего для меня жанра, где будет сочетаться, так скажем, умеренное количество монтажа, потому что это, опять же, ограничивает скорость выхода видео. Вот, удобный для меня формат, но то, что меня всегда оставляет в этой мысли, что я все-таки буду снимать и буду выкладывать ролики, и вот к вам тоже пришла, потому что мне это все-таки интересно, потому что, мне кажется, сейчас мир делится, уже разделен, точнее, на тех, кто смотрит, и на тех, кто в кадре. Понятно, что это такое глобальное разделение, и все мы присутствуем как бы так или иначе, но если ты только смотришь, то как будто бы вот... У меня что-то внутри не согласно с этим. Я не знаю, как это объяснить. То есть что-то внутри не согласно всю жизнь только смотреть. Что-то хочется и сказать, и показать, и быть тоже по ту сторону экрана. Вот. Такой внутренний запрос есть. Есть ли у вас какой-то подобный запрос? Или, может быть, как вы к этой вот градации относитесь? Мне кажется, этот запрос, он основной.
для людей, для креаторов, которые вот что-то создают. Потому что любой подход к началу, к съемкам, да, он исходит из того, что тебе хочется чем-то поделиться и что-то сказать этому миру. Сказать в своей манере. Подписываться вообще на человека, на самом деле. В YouTube подписываться на контент, не на супер качество. Если говорить о качестве, я лучше подчеркну, что на первом месте ставьте какую-то систематичность съемок и нужно... Регулярность. Да, регулярность. Нужно создать план контент, по которому ты будешь всегда снимать. Создайте удобные условия для съемок, чтобы монтаж не превращался в тягомотину там, на целый месяц. Снимайте специально уже размеренные видео на определенный временной промежуток. Хронометраж, да, чтобы не мучиться потом со склейкой и с монтажом. Вот ты сейчас говоришь, я прям ловлю себя на мысли о том, что это так все очевидно понятно хоть кому-то, кто задумался об этом и смотрел какие-то видео обучающие по этой теме, там YouTube Create есть целая как бы платформа ютубовская официальная, которая тоже от очень крутых создателей контента делится этой информацией, но по факту как тяжело, знаешь, то же самое, что как бы все принципы здорового образа жизни, знаешь, просто взять и ввести. Да, вот именно, может быть, Камила знает, почему у нас эти затыки срабатывают, почему какие-то отговорки находятся, и ты уже зная, грубо говоря, технику, такую инструкцию, ну, она понятна, ты ее озвучил, она действительно такая... Механика понятна. Да, это действительно сработает, но вот почему моторчик не включается? Я думаю, ответ на самом деле еще более очевиден, чем вопрос, да, просто он очевиден на... Применение? Да, ну, на понимание, но при этом на восприятие менее понятен. На мой взгляд, Радмир смог начать свой канал, вести его. Все-таки у Радмира есть определенная база подписчиков, у Радмира есть люди, которые ждут его видео. Они есть, да. И потому что Радмир человек, который очень терпелив. Радмир из тех людей, кто может долго запрягать, потом быстро ехать. Даже когда мы каждый раз перед тем, как снимать видео, Радмир реально вот парится насчет того, чтобы как-то выставить кадр в условиях, которые мы имеем. Понятно, что мы имеем условия далекие от идеальной картинки, но мы делаем максимум из того, что мы можем, из той техники и из тех помещений, в которых мы находимся. То есть он старается и терпеливо это делает. Например, если бы я снимала сама, я бы просто поставила там, да, вот так криво-кос телефон, и я бы думала, что все прекрасно выглядит на самом деле. То есть я бы потом еще пыталась, если что-то не так на монтаже, лучше это доделать, чем переснимать. Может быть, это лень. Я не стану отрицать, это и какая-то леность определенная, поэтому мне нравятся короткие видео, которые я записываю так прям на фронт, я все вижу, ха-ха-ха, все, пообщались. Но вот у Радмира есть это, да, и поэтому у него получилось создать YouTube-канал, который он будет развивать, который он будет масштабировать. Но есть люди, которые ближе ко мне и ближе к Виктории в этом вопросе. Наверное, тут можно сказать о том, что человек начинает делать. У тебя же не так, что все на этапе только мысли. Нет, мы с тобой вместе записывали и в потоке. Ты записывала сама автообзоры, да, которые были самыми крупными. Как говорящая голова. Как говорящая голова. Я помню, ты записывала и там просто вот как влоги формат тоже было. Но почему же это не идет дальше? На мой взгляд, потому что человек все-таки ждет быстрого результата. Человек ждет, я не знаю, я не говорю именно про Викторию, но я говорю про то, что человек хочет в его голове, он записывает видео, выкладывает и видит там, ну, хотя бы 1000 просмотров, да, не миллионы. Он видит, что ему пишут: вау, как круто, продолжайте. Ему накидывают темы, ему дают обратную связь. И он в этом всем, в этой эйфории, конечно, пребывая, хочет записывать еще. Но в реальности мы же видим, вот мы выложили несколько видео до этих, да, и мы видим просмотры там ожидаемые, которые мы ожидали, порядка там 600-700 просмотров. Для меня, я представляю в голове 600-700 человек, это огромная цифра, и я рада, и Радмир рад, потому что все-таки я тоже, наверное, не жду 7-минутного результата, потому что я над запрещенограммом очень долго работала, вообще в ноль. То есть, а большинство людей все-таки не такие в этом плане, да, они потому что стараются сильно, то есть, да, они включают много там и техники, и людей туда, и, конечно, затраты, когда такие великие, еще и на монтаж, а монтажом они занимаются чаще всего не сами. У нас весь монтаж – это Радмир, за что ему просто безумная благодарность, что мы хотим, чтобы монтаж делал человек, который вот сам чувствует, как нам надо. Ну, а большинство людей отдают монтаж другому человеку, на что уходят деньги. На съемку они покупают камеру, ушли деньги. Они там
выглядят не так, как они выглядят в обычной жизни. То есть они больше красятся, больше там, да, как-то причесываются, если это мужчина. То есть он потратил уже и... Да, ну то есть на одежду. То есть они гораздо больше энергии вложили, и, конечно, они ждут выхлоп, а его нет. И его сразу не будет. Поэтому нужно понимать, что первые, Long term. может быть, даже год, это будет чисто опыт. А это большая цифра год. Да. А люди думают, что там я запишу сейчас, через месяц меня будут приглашать, там, да, спрашивать, как я этого добил. Нет. Это как с врачом. Это, знаешь, это похоже на долину смерти в бизнесе. Тоже есть вот это вот, как бы, да, такой период начальный, потому что вот те люди, там, которые прошли этот период вот такого, как бы, отсутствия реакции, они потом, как мы видим, в большинстве там уже как бы хорошая выживаемость впоследствии блогов, потому что за это время все-таки как-то потихоньку аудитория накапливается, опыт, опять же, как ты сказала, накапливается, и, соответственно, человек уже какую-то компетенцию, привычку приобретает, и он уже может в этом дальше двигаться. Но вот эта вот долина смерти блогера, скажем так. Ее нужно пройти. Ее нужно пройти, да, вот как бы, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки. Сейчас я еще хочу сказать один момент важный, который как раз-таки Радмир нам потом ответит. Как с врачом, вот я говорю, да. Если врач любит учиться, любит реальную медицину, хочет узнавать новшества, которые есть в его там узкой специальности, ездит на конференции, ему нравится вот этот опыт с клиентами различными, где у него что-то не получается, где у него что-то получается, вот эта ответственность, он будет хорошим, крутым врачом, и ему будет кайфово это делать, и ему даже будет не настолько плохо, что он не зарабатывает сразу большие деньги. Он еще потом свою клинику откроет и так далее. Но есть врач, который хочет, чтобы просто он сидел в кабинете в белом халате. Вот ему путь не нравится, ему нравится результат. Он в белом халате, ему благодарят, несут там праздничные пакеты и так далее. То есть ему нравится результат, но не нравится путь. И когда человеку нравится результат, что он будет знаменитый с миллионом просмотров, но ему не нравится снимать видео, ему не нравится наряжаться на видео, ему не нравится его монтировать, ему не нравится вообще ничего, он все делегирует, то он стопудово с этого сольется. Да, абсолютно согласен. Потому что мой путь, например, как я пришел в YouTube, мне это была моя отдушина некая от работы. И почему именно техноблогинг? Потому что у меня было много техники, я думаю, попробую-ка снять про iPhone. И вот так как-то пошло. Первые ролики набирали разные просмотры. То есть в то время еще YouTube работал так, что некоторые ролики прям выстреливали. Сейчас такое, конечно, меньше. А это когда было, Радмир, напомню? Это 17-18 год. То есть практически 5-6 лет назад. Да, 2 года я, можно сказать, снимал просто по фану. Потом у меня пошли какие-то там предложения, типа мы вам отправим там технику какую-нибудь мелкую. И первые мои бартерные съемки, это были вообще какие-то типа радиостанции, что-то такое, ерунда такая. Через сколько после Через 2 года. Это через 2 года было, да. То есть я 2 года снимал просто по фану, мне нравилось. Я учился монтажу, мне это очень интересно было. Я раньше занимался графикой, с фотографиями, там все дела. Тут я перешел на монтаж. Интересно, снимаю про то, что мне интересно, увлекательно. И через 2 года только пошли какие-то предложения. Да, сейчас мне пишут уже крупные компании, я сотрудничаю там с китайцами, по России, со многими компаниями. Я снимаю уже эти обзоры за деньги. Но на начальном этапе это было просто весело. Да, и ты все делал сам. Да. Это вот, я считаю, большой ключ, потому что вот если нравится делать самому, вот оформлять это все, тогда да, вам нравится быть блогером. А если вам нравится, что команда все это будет делать, вам нравится результат, а результата не будет сразу. Нет, ну, в принципе, креатор, он как бы и подразумевает, что он делает как бы вот этот продукт, как раз формат Ютуба, он и подразумевает то, что каждый может взять просто камеру, по сути, без монтажа или с минимальными какими-то правками выложить. Бывает вообще без монтажа, люди выкладывают просто включают. Принципиально, где ты прям сама смотришь, как блогерша сейчас сядет, зайдет в кадр, спросит, там все ли нормально, и 1,5 часа... Прямые эфиры, кстати, люди же грузят просто и все. Да, то есть если такой формат, вот это как бы, ну, тоже один из путей. Вот, но есть другой подход. Подход такой, что когда у тебя много денег, на самом деле, можно нанять команду, и если только ты тот человек, которого стопудово будут смотреть... А как это можно узнать? Я не поняла пока что. Да, ну смотри, вот сейчас многие телеканалы переходят в YouTube. Естественно, они же ориентированы на 3 КВНщиков, например, которые сели и рассказывают о чем-то. И, конечно же, если у меня есть 3 КВНщика, которые между собой общаются так, что их слушают и будет потенциально слушать большая толпа людей, естественно, я могу организовать для них пространство, полностью продакшн,
и как бы эти люди сразу выстрелят. С медийностью уже Да. какой-то, с опытом, Да, и которые, да. скорее всего, будут это делать круто и интересно. Да. То есть нужно Да. просто выбрать и найти таких людей. Вот этим я скоро Но и если займусь. люди изначально новички, они же, я говорю про новичка, что ему не надо вот эти все деньги в это вбухивать. Нет, Потому что сейчас абсолютно. очень много этих продюсеров, сделаю вас знаменитым, напишу вам песню, и потом вот это все песни Да. никто не слушает. Мы понимаем это, да? Хотя я не говорю, что пробовать Я плохо, не сталкивалась с таким предложением. а мне постоянно пишут, купите песню. Я вот постоянно это, купите песню. Я не хочу петь. Сразу, я не хочу петь. Присылайте свои биты в комментариях. Следующий влог с Камилой в студии. Nothing, you idiots. Dr. Dre said he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka. Нет ничего плохого в том, что вы будете записывать песни, блог и так далее, если вы просто не делаете это на последние деньги, я имею в виду, или на значимые для вас деньги, и вы готовы ждать результата тогда, когда он придет вот сам собой, или даже если он не придет, вас это устраивает, тогда вы в любом случае получите удовольствие. Да, теория гласит так. Да, а лучший Практика. подход, на самом деле, лучший подход это просто включите камеру в 4К, там iPhone или ну какую-нибудь есть у вас более-менее. А сейчас все снимают статично, нормальную картинку, кроме моей камеры, которую снимала мутно, да? У нас был факап. Демотиватор. Да, и просто снимайте периодически. Вы будете тренировать свою речь, вы будете слушать и смотреть на себя в кадре, и каждый раз видеть, что это получается смотри, лучше. Как себя успокоить? Вот ты снимаешь условно месяц, и Мгм. вот эти вот низкие просмотры, Низкие это сколько? 50-100 просмотров. Такие тоже просмотры Ну, бывают? конечно, и у наших с тобой первых потоков. Я не заходила, у меня в инсте смотрели их дофига, помнишь? Там Ну. прям они разлетались, как пирожки. Да, в Ютубе Как и все-таки. Клера. Как и Клера. В инсте они очень хорошо В Ютубе разлетались. вначале были маленькие просмотры, хотя я не говорю, что мы там очень-очень долго и много, да, там тоже как бы вкладывались в большой продакшн. Идет такой период, допустим, когда у тебя мало просмотров, мало комментариев, мало позитивного отклика. Как себя замотивировать в моменте? Вот что ты предложишь? Допустим, ну окей, ты получаешь удовольствие Мгм. от процесса съемки, от подготовки, как ты говоришь, ты там села в кадр, сделала так, как тебе нравится, идет, но вот это вот как бы обратная сторона, то, что там нет отклика. А ответа. на самом деле, когда даже на камеру вот говоришь что-то, да, ощущение, что ты куда-то в бездну говоришь. Первое время вот это прям я прослеживал за собой. Мгм. Потом, когда у тебя аудитория появляется, ты понимаешь, что за этой камерой находится 200 человек, 300 человек, 1000, 10 тысяч человек. И не все, конечно, но какая-то часть за тобой следит. В самом начале сложность, конечно же, да, в том, что тебя вроде как будто и не слушают. Ты стараешься, записываешь. Да, А а чё Радмир, можно спрошу такой вопрос? Да. Не так. Какое у тебя самое большое количество просмотров? На канале 150 тысяч, 180 тысяч. То есть у меня где-то 4-5 роликов есть, таких 6. Это хорошо. Это Да. уже, да, это уже очень Это уже очень круто. После Вот этого я- надо мотивация. Опять же, вот Да. для людей, которые попробовали, мы понимаем, что это очень классный результат. А человек, который никогда не пробовал, грубо говоря, сам сниматься, но смотрит видео на Ютубе, естественно, там 1,5 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. Для там, него это просто... цифры. 60 миллионов, там, ну, господи, ты там вообще какие-то копейки там получаешь своих просмотров, то есть... А я еще хочу сказать, вот Мгм. ответ на твой вопрос, не знаю, насколько он будет корректным, но если все-таки снимаешь продолжительное время и отклик всегда никакой, плюс-минус, то я бы подумала о том, что я могу сделать другое. Ну, то есть это тоже не такая вот история, что давай я буду до пенсии снимать когда-нибудь. Но не заходит такой формат, совсем другой формат. Не Мгм. заходит этот формат, совсем другой. Согласна, То есть, да. и что, и вот не так, что я просто жду, это такая некоторая обида на мир, давайте. Нет, что-то уже все другое, ну не заходит, ну не Я нравится. тоже об этом подумала, да, то, что Да, можно же бесконечно, грубо говоря, ждать Конечно. в позиции ждуна. Даже- Менять формат. Мгм. Да, даже у меня вот с моим там каналом, которому уже много лет, да, были большие просмотры. Сейчас, например, упали. Я знаю, что с сезонностью связано, естественно. Да. Лето. Да, 1000 просмотров, выкладываешь что-то, ты старался, 1000 просмотров, и такой думаешь, ну блин, ну чё? Вот, и, конечно, Мгм. мотивация падает. Комментариев нет, еще что-то нет. Но у меня есть систематичность, я понимаю, что мне нужно 1-2 ролика в неделю обязательно выложить. Пусть даже это будет новостной какой-то канал ни о чем, который я сделаю за полчаса. Но я должен выложить, чтобы этот конвейер работал. И, что интересно, начинаешь подыскивать какие-то форматы, которые у тебя не забирают много ресурсов по времени, Да. но выстреливают. Вот, например, новостные. Я делаю за полчаса, выложил, это новость, она сейчас актуальна. Ее смотрят там 3000 человек, там 4000 человек. У меня какой-то уже раз толчок.
Я такой Да. думаю, так, следующий надо уже обзор снять. А, Такой да. вот, да. То есть я сам Круто. себя вот таким образом мотивирую. Сегодня вы услышали много советов, много подходов к съемке, к начинанию этой деятельности, да, и напишите в комментариях обязательно, что вы об этом думаете, с чем вы сталкивались. Если сталкивались, мы их прочитаем, и я на каждый отвечу. Спасибо Вот. большое за тоже просмотр. ответим, Да, мы кстати. тоже ответим, Мы очень тоже ждем. постараемся ответить, да, и будет интересно посмотреть, как это было у вас. Мы поделились чем-то личным. Вот, надеемся на некую взаимность. Надеемся на лайк за то, что мы открылись. Вам манипуляция не Лайки, мешает. комментарии, колокольчик. Всем пока! Пока-пока.